Всем привет, с вами МШ. Я нахожусь в Польше, недалеко от города Катовице. И сегодня мы с вами попробуем заценить, один из, наверное, наиболее эпичных объектов, которые я видел времен первой половины 20 века, даже начала 20 века, 1920 год. Это вот такая вот старинная электростанция, работающая на угле. По информации, имеющейся у меня, она была заброшена. Но прогулявшись получасом ранее, я увидел там какую-то движуху, и в итоге во что выльется наше сегодняшнее видео, я абсолютно не понимаю. Поэтому давайте прямо сейчас отправимся в путь и посмотрим, что будет, да как. И начнем мы с вами наш путь по мосту через железную дорогу. Железная дорога и электростанция, конечно, вместе выглядят вообще аутентично. Электростанция, красно-черный кирпич, забор, который отделяет железнодорожную полосу отвода от территории электростанции из такого же кирпича. Железка сама, видно, что по ней она тоже такая старая. Деревянные шпалы, покрытые патиной провода контактной подвески. И вот такая вот конструкция. Может быть, в ней труба идет, может быть, кабели, может, еще что-то. Но она клепанная и тоже тех времен. Создают все вместе, конечно, очень красивый вид. Повсюду висят таблички, что данная территория охраняется неким ЧОП Ювентус, это местный польский ЧОП, поэтому не удивлюсь, если мы сегодня встретимся с ними. Хотя получасом или там часом ранее я прошел напрямую через шлагбаум, который находится за моей спиной, и никто мне ничего не сказал. То есть я прошел прямо по территории и вышел. Одно дело пройти по территории, другое дело залезть внутрь. Проходя там, я видел, конечно, висящие камеры. Понятия не имею, как они тут что реагируют на все это дело. Поэтому сейчас будем на своей шкуре все это дело узнавать. А пока что идем по такой вот старой дороге, выложенной брусчаткой. Забор, отделяющий нас от железной дороги, идет с левой стороны. Сейчас зайду в машину, кое-что возьму и отправлюсь через забор путешествовать. Итак, ребята, мы с вами идем к заборчику. Здесь еще периодически встречаются остатки железнодорожного полотна, видимо, которое раньше использовалось для подвоза оборудования или угля. Но сейчас они либо закатаны в бетон, либо убраны. Вот как, например, закатаны. Распредустройство работает. Так ориентировочно где-то 110 киловольт выдает. Немножечко потрескивает разрядик, несколько трансформаторов, но нам это здание сейчас на данный момент не интересно. Мы с вами идем в другое место. Мы с вами идем к этим зеленым воротам. Но сперва обратим внимание на абсолютно нетипичную вещь для подстанций, для электростанций. Это такая будочка. Я бы, может быть, даже на нее не обратил бы внимания, если бы не увидел вот эту вот амбразуру. Весьма характерную амбразуру. Это дот. Такой своеобразный кирпичный дот. Если так быстренько пройти, ой, мама мия, тут столько всякой штук летает, то здесь мы увидим L-образный вход и 3 амбразуры. Раз, два, три. Заходить глубже не хочу, вот эта вот висящая паутина меня вообще абсолютно не радует. Кстати, вот еще здесь одна амбразура, 4-я. Итого 4 амбразурки у этого дота. Процесс перебрасывания меня через забор, я думаю, вам абсолютно не интересен, поэтому сейчас мы перелезем и окажемся с той стороны, например, по хлопку. Ладони об лоб. Итак, мы на другой стороне замечательного забора. И сейчас мы с вами направляемся непосредственно к самой электростанции по железнодорожному полотну, которое тоже уже брошенное и заросшее. Сверху над нами идет эстакада, по которой, видимо, внутри которой шел конвейер, и по нему подавался уголь. На данный момент я только знаю, что электростанция была открыта в 1920 году. До какого времени она поработала, непонятно, но пока я проходил по территории, я слышал работающее оборудование. Работает вот это вот распредустройство, повышающее трансформаторы, то есть что-то здесь работает. Может быть, какая-то очередь работает, может быть, даже все. Но те фотографии, которые я видел в интернете, они о таком не говорили. До электростанции порядка 50 метров. И сейчас можно оценить всю эпичность этих кирпичных сооружений. Вот эти вот трубы являются самыми высокими конструкциями подобного плана в Европе на данный момент и во время их постройки. Высота их, по данным из интернета, составляет 120 метров. Не очень я уверен, что получится на них залезть, потому что если это будет банальный скоб-трап, я, наверное, немножечко испугаюсь. Но посмотрим.
Время покажет. Осталось метров 7, и можно уже начинать наслаждаться архитектурой этого комплекса вблизи. Конечно, стройка из кирпича – это не стройка из бетона, это совершенно разные вещи. Металлические уголки, которые, видимо, удерживали, не давали принять бочкообразную форму. Ну, в общем, при повышенной нагрузке, чтобы не повело. Видимо, служили для этого. Хотя, может быть, как вариант, это был один из этапов реставрации, потому что, обратите внимание, 2 и 4 колонны от меня, они не забраны в такую металлическую рамку. Такой вот заборчик из кирпича с 6 окошками в каждой секции и лежащий сверху бетонной такой плитой. Снизу где-то 4 метра такой котлованчик и нижний этаж самой электростанции виднеется. Такое чувство, что здесь залаз был на самом деле. Ну и предлагаю слишком не тешить судьбу в ожидании того, что сейчас кто-нибудь выскочит, выйдет. Поэтому мы попробуем стремиться сразу внутрь. Не уверен, что через это разбитое окно у нас получится попасть непосредственно в сами цеха. Но а вдруг, чем черт не шутит. Но перед этим некоторые нюансики. Во-первых, камеры, которые здесь присутствуют. Видимо, чтобы что помогли наблюдать. Поодаль градирня. Вот она там. Некое складское помещение. И, я сразу не обратил внимания, часть труб, она новая. Годы, когда забросили электростанцию, или один из ее цехов, неизвестны. Но, по крайней мере, трубы обновлены, значит, это делалось недавно, или все-таки есть вариант на то, что что-то работает. Сверху над нами идет элеваторный комплекс. Такой он очень высоко поднимается, и с него спускаются 2 таких троса, которые поддерживают вот эти трубы, и тем самым давая им оставаться в их такой сложной конфигурации на одном месте. Не очень добро меня встретила деревце, но благо я руками не зацепился об эти чудесные шипчики. О, жуть. Итак, друзья мои, мы начинаем наше путешествие с помещения компрессорной. Конечно, я и так довольно-таки часто ошибаюсь в своих предположениях, потому что не всегда возможно угадать по бетонным остаткам, что где находилось. А тем более, находясь в другой стране, где если даже есть надписи, то они по-польски, это сделать несколько сложнее. Но, тем не менее, спасает вот такие вот схожести. Компрессор. Это помещение компрессорной. Здесь наверняка находились сами компрессора в количестве 2 штук. Сюда подавался воздух, или наоборот отводился. А вот здесь вот он должен был храниться в стальных резервуарах. Скорее всего, 4 штуки, бетонные постаменты под них. Здесь они такие на ножках стояли. Вокруг должна была быть арматура, но ничего не осталось. Лесенка, которая ведет в машинный зал, и висят вот такие вот плакаты безопасности, только польские. Благо, что символ каски понятен всем, поэтому догнать, что нужно одеть каску, несложно. Список абонентов АТС электростанции Зомбьерки. У меня, конечно, с польским некоторые проблемы, так что уж извиняйте, скорее всего, я неправильно как-то говорю. Даже в русском-то постоянно ударение путаю. Рядом находится телефон, который, увы и ах, никогда больше не зазвонит. Но, тем не менее, телефончик такой присутствует. И вот такой вот плакат, видимо, что действовать, как действовать при пожаре, какие телефоны звонить, охрана пожарной станции, центральная телефонная станция и так далее. В общем, немножечко аутентичный. А также рядом находятся шкафчики, видимо, для переодевания. И на этом все. В углу комнаты виднеется еще кладовка. Рядом с кладовкой тусит такой вот тен. Причем, тут было очень много нагревателей. Видимо, через него пропускалось много воздуха для обогрева чего-то. И вот такое вот небольшое складское помещение, в котором притаились различные, что это у нас такое, различные уплотнительные шайбы, какие-то керамические штуки, но это, видимо, для обслуживания компрессоров. Так они в коробочках до сих пор и лежат не распакованные. В смежном помещении находится вот такой вот ковш, висящий на отдельном тросу. Сверху бобина, там, видимо, тоже был электродвигатель, то есть этим ковшом что-то загребали. А вот что загребали, большой вопрос, потому что здесь из остатков, в принципе, ничего не понятно. И там внизу тоже. На металлической задвижке, что виднеется в стене, надпись по-польски, но можно даже перевести, типа «опасно, может выпасть».
Ну да, если такая штука выпадет, будет неприятно. В углу притаилась телега, причем какая-то старинная. Ну, как я и предполагал, закрыта эта дверь, закрыта та дверь. Так что придется выбираться наружу и смотреть другие пути входа в машзал. Насколько я понял из англоязычного описания сайта, этот объект был довольно-таки долго диким баяном, но вы же понимаете, дикие баяны это в России я не могу все посетить, не успеваю, просто банально не хватает меня, а уж тем более в Польше, где-то там за границей, это тем паче проблема, поэтому, я сейчас спасаюсь, как бы наша прогулка не закончилась бы вот на этой компрессорной станции. Ну, не будем загадывать, пойдем дальше. Ну а дальше, пока идут съемки с GoPro, разъясню вам, чего я, собственно, добиваюсь. Как мне стало понятно из заграничных отчетов, то ли был заброшен весь объект, то ли часть его цехов. Мы с вами уже видели, что объект действующий, значит, где-то в здании электростанции должен быть заброшенный цех. Вот я и пытаюсь попасть в здание. Эдакое в поисках цеха. Идти вглубь территории в полном экипе желания нет, поэтому и пробую с торца через разные окошки попасть. Ну а получится это или нет, увидим дальше. Пока что я решил спуститься вниз и попытать удачу там. Но и так как исторических вставок я не делал, то воспользуюсь моментом и дам краткую информацию о самой электростанции здесь. Строительство ее началось после Первой мировой войны. Инвесторами были немцы. Изначально они хотели построить завод взрывчатых веществ, но планы изменились и построенные здания были адаптированы под электростанцию. Ее запуск состоялся 29 ноября 1920 года. Мощность составляла 12,8 мегаватта. К 1930 году электростанция стала одной из крупнейших по мощности в Европе. В 1937 году были построены самые высокие в Европе дымовые трубы высотой 120 метров. Так что далее, комментируя видео, я буду ошибаться с датой, так как думал, что трубы были построены одновременно со строительством корпусов электростанции. Находясь в Силезском промышленном регионе, электростанция имела важное значение для работы прилегающих предприятий. Во время Второй мировой войны ее мощность достигла 100 мегаватт. Силезский промышленный район вместе с немецким Руром был основой промышленности Третьего рейха. Его заводы работали до последнего. В результате примененной Красной армией хитрости удалось избежать тяжелых боев в этом районе, а следовательно и разрушения промышленных объектов. С востока и юга на Силезию наступали общевойсковые армии. Третья гвардейская танковая армия наносила удар на силезскую группировку с севера. Командарм Павел Рыбалко блестяще справился с поставленной задачей. Танкисты при поддержке первого кавалерийского корпуса перерезали коммуникации противника. Еще немного, и кольцо окружения силезской группировки было бы замкнуто. Но советское командование не спешило затягивать мешок. В кольце был оставлен коридор шириной около 5 километров. Под нажимом советских войск через него постепенно отступали оборонявшиеся части. Бои были тяжелыми, но не ожесточенными. Немецкие солдаты не проявляли того упорства смертников, которое характерно для окруженцев. Большинство заводов Верхней Силезии не были уничтожены и могли продолжать работу для нужд польской промышленности. После того, как немцы были выбиты, часть технологического оборудования была вывезена в Советский Союз, а часть оставили. 15 мая 1945 года электростанцию передали польским властям. Ее мощность на тот момент составляла 70 мегаватт. На момент посещения электростанция работала для обеспечения пика нагрузок и как резервная при ремонте близлежащей электростанции Миховице. Касаемо будущего этого объекта. Есть планы по переоборудованию электростанции в культурный центр. Интернет гласит, что в октябре 2016 года было заключено соглашение о продаже электростанции компании «Резонатор СА», которая переоборудует ее в объект культурной отрасли. Там будут располагаться студии, звукозаписи, театр, медиабиблиотеки и прочее. И это не может не радовать, так как архитектура этого места воистину поражает. Ну а пока вернемся к моему походу еще пока по действующей электростанции. Как-то так. А внизу оказался тоже тлен и уныние. Два проема крайних заложены каким-то газобетоном, а центральный заколочен. Но я сейчас думаю, тут шуму наделаю, если начну его выбивать. А выбросы я уже по этой наклонной трубе. Внутри спрятались понижающие трансформаторы с 6 на 380 вольт. Гудят, они там есть. Попытка пробраться сверху. Ой. Такой мегавентиль. Видно, что он еще с тех годов. Литой. Открыть, закрыть редуктор и задвижка, которая, видимо, идет вот как раз в этой трубе. Но труба, скорее всего, не под давлением, не под
не с теплоносителем, поэтому в уях. Ну, да, не крутится. У меня создается ощущение, что в кирпичном вот этом строении старой электростанции просто сделали с новым оборудованием новую ТЭЦ. Но вот другого варианта нету, потому что уходят трубы, наверняка с горячей водой, явно не с холодной. Значит, это котельная, плюс здесь новое распредустройство. Значит, это генерация. Генерация плюс котельная равняется ТЭЦ. Ну и плюс градирня здесь присутствует. Поэтому, скорее всего, так. Ну, нифига ж себе. Я потрогал, и оно теплое. И это теплое, то есть здесь получается под давлением теплоноситель-то присутствует, а я вас обманывал. И вентиль это должен действовать, просто сильненок у меня не хватило. Опа, дрипсаца. То есть получается, что тот отчет, который мне скинули о посещении этого объекта, был в 2012 году создан. Получается, за 3 года они ее запустили. Если они поставили более новое оборудование, то оно, как правило, более компактное, потому что технологии на месте не стоят. И, соответственно, часть помещений высвободилась. И вот мы по некоторым из них как раз побродили. Так что я сейчас нахожусь в дилемме вообще, что делать, потому как, понятно, что рано или поздно я напорюсь тогда на обслуживающий персонал, который здесь ходит. Пойдем в округе, что ли, погуляем тогда, если уж на то дело пошло. Когда надо, тогда выгонят. Я надеюсь, что тупо выгонят. Нашел я еще одно местечко. Моя еще одна попытка пролезть внутрь. Может быть, тоже зря, но выглядит она немножечко стремновато. Я вот по этим трубам как раз прошелся, но, в принципе, просто когда идешь над ними, а там такая вот высота. От атаки надо аккуратно. Класс. Еще сохранились оригинальные механизмы открытия-закрытия окон. Естественно, состояние работоспособности вызывает сомнения. Мы с вами проходим из комнаты, благо дверь открыта, да даже если бы она была не открыта, есть окно, перелез через 2-й этаж, мимо таких вот трубок. Здесь лучше ничего не трогать, потому что все может быть под напряжением. И попадаем в какой-то цех. Может быть, это была кладовая, потому что виднеются огромные такие секции шкафов, в них там полки. Наверное, что-то здесь когда-то лежало. Лампа. Лампа. Ключик РВПД 36/41. Такое чувство, что местного производства какого-то. Я думаю, что если здесь покопаться, можно найти много чего аутентичного. Может быть, не в этой куче мусора, а вот по этим полочкам. Но это не наша забота. Но, тем не менее, да, некоторый интерес имеется. Ого, ничего себе. Музыкальный центр. Ну-ка, проверка на вшивость. Сейчас мы в розетку включим. Давай. Упс. В розетке есть напряжение, центр работает, а значит, здесь все более чем живо. Несмотря на то, что на вид здесь более чем все мертво. Значит, и правда, то, что я пока здесь еще брожу, не более чем мое везение. А как отличить раздевалку от других таких типовых секций? Да все очень просто. Даже по этим шкафчикам. Так, дальше я сейчас немножечко заштрихую. В каждой уважающей себя мужской раздевалке должна быть дама. Плюс еще похоже на чье-то расписание поездов как раз город-бытом, или автобусов, или трамваев, я уж не знаю. В общем, на расписание какого-то транспорта, чтобы товарищ мог добраться. Итак, дверь. Перед нами дверь, закрытая на замок с этой стороны. Попробуем зайти. Свет. Замок благо работает бесшумно. Ясно. Он заперт еще на навесной замок. С той стороны он заперт еще на навесной замок. Печаль, беда. Закрываем обратно, чтобы не палить контору. Хотя, по-моему, она и так уже спалена, мама не горит. Нашел еще один ключик, и я боюсь даже спросить, что же им делали, что его так беднягу покорежило. Не знаю, на камеру видно, это не видно. Он такой немножечко гнутый. Беда. Злые люди. Ну что ж, эта часть здания нам не далась, к сожалению. Пойдем еще прогуляемся. На улице стоит духотень.
Сегодня было довольно-таки жарко. Я думаю, как бы не ударила гроза и не пошел ливень. Кстати, клеймо на кирпиче вот такое вот встречается повсеместно. Не силен в клеймах, но может кто-нибудь что-нибудь расскажет. Так, а что нам даст вариант подвала? Вариант подвала нам даст герму и некоторое количество жижки. Ну, я думаю, что герма задраена изнутри, и нету даже... Ну, мы же хотим попробовать. Вдруг получится. Нет. Как и ожидалось, впрочем. За 3 года тут все позапиливали. Ну, вот оно подтверждение. Какие-то работы здесь начались в конце 2013 года. 1 декабря начались, 31 закончились. Начало выполнения названия работ. Рособъект Фортум. Ну, в общем, видимо, разборка, наверное, какого-то объекта. Интересно, какого, потому что что-то мне сдается ощущение, что вот этот конкретный объект не особо разобран был. Но, тем не менее, такой угольный пакгаус, что ли. Здесь приходили вагоны, стопудняк, точно. И уголь ссыпался туда вниз. О, ничего себе, это из чего интересно? Из стекла, что ли, сделано? Непонятно. Такая отливочка с цветами побежалости. Базальт. Но это похоже на золоотвалы, то есть зола, которая образуется при сжигании угля. А вот так вот ссыпается та самая зола. А давайте пройдем в дверь, что ведет в основание вот этой вот большой дымовой трубы. Раз уж на то дело пошло. Получится у нас или нет? Не знаю даже. Пролезем сейчас. Внутри немножко подтоплено. Где-то совсем рядом слышны звуки работающих механизмов. Проходим вновь. Ну на этом, в принципе, и все. Ух. А это такие, я не знаю, колосники, что ли? Нет, не колосники. Я понял. Я понял, для чего это нужно было. Этот огромный рычаг посредством такого вот хитрого передаточного механизма открывал задвижки для того, чтобы можно было сыпать золу, которая там в трубах насаждалась. Ну и потом ее отсюда уже доставали. Ничего. А вот и открытая дверь. Ну, сейчас, наверное, что-то будет. Захожу в проход, который, судя по натоптанной дорожке, активно используется персоналом. Мое везение заключается в 2 пунктах. Первый – в том, что именно в этот момент никто из поляков не выскочил оттуда по своим делам. Второй момент везения – это относительная темнота. Зайдя внутрь, я сразу повернул направо, к месту, где предположительно находился заброшенный цех. Освещения там не было, либо оно было выключено, и я сразу скрылся в темноте. Производственный шум скрывал мои шаги. С другой стороны, он скрывал шаги персонала, так что приходилось глядеть в оба. И мои старания увенчались успехом. Я попал таки в этот цех. Тогда я еще не знал, что это далеко не финиш моей прогулки, и самое эпичное будет впереди. Впрочем, обо всем по порядку. Вау. Я все попал. Короче, народ, наверное, процесс демонтажа оборудования был в основном своем закончен, но тем не менее я попал в тот цех, в который стремился уже вот на протяжении, на самом деле, где-то часов полутора, и мы находимся в нем. Трудно что-то сейчас сказать в темноте. Огромный бак стоит зеленый, остатки от закладных под какое-то оборудование, шланги, где-то кипит жизнь кипит буквально вот там за стенкой. В общем, нормально я так залез, просто в наглую, просто повезло. Сейчас буквально несколько фотографий и куда-нибудь дальше пройдем. Не знаю, покуда отваги хватит. Ну или слабоумия. Ничего себе моторчик. Добренький такой. Он в высоту, наверное, метр где-то. Очень добрый мотор. Кстати, интересные такие емкости. В них, видимо, ссыпалась зола с котлов, которые находились выше. И вот они как вагонетки уже отправлялись, видимо, в место, где можно было ссыпать этот груз, то бишь золу, на конвейер и вывалить его наружу. Просто без комментариев.
Но говорится там о том, что, мол, высокое давление, аккуратно. Я вышел на какую-то лестницу. Попробуем подняться по ней. На втором этаже был замечен человек. Идем выше. Помещение автоматики. Одна из дверей гласит. Но, в принципе, они все более-менее с надписями. Я смотрю замочные скважины и вижу, что там пусто. Ну что ж, самый верх остался. Нифига себе. Мы на чердаке. Офигеть. Снизу там цех. Я иду по металлической такой площадке. Она немножко прогибается, что неприятно. И здрасте, приехали. Я выхожу на крышу этого всего дела. Часовая башня, конечно, интересная. Да, ребята, здесь можно целый квест мутить. Снова, как я люблю, потому что здесь можно знатно походить по крышам. И, собственно говоря, чем я сейчас и занимаюсь. Виды впечатляют, конечно. И 1920 год, почти 100 лет этому всему делу. Однако дождик начинается, господа, так что не будем тормозить. Я ринулся наверх трубы. Лезть было сложно, снимать в пути еще сложнее. А тут еще и ветер сильный все заглушил. Говорю я о том, что мало того, что без защиты скобтрап, так наверху он еще и под уклоном идет. Стрёмно. Вес моих чугунных яиц должен, по идее, ломать скобки, на которых я стою. Но, тем не менее, они выдерживают. Вот что значит немецкая надежность. Ну, ребят, конечно, стрёмно. Ну вот, реально стрёмно. Я не думал, что я сюда залезу. Я думал, что я засу что-нибудь, какую-нибудь отмазу придумаю, признаюсь честно. Но я залез. Страшно. 120 метров, 1920 год, 95 лет от трубам. Еще несколько кадров, и я полезу вниз. Там полиция едет, я надеюсь, что она не за мной. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Я вот не знаю, было ли что-нибудь слышно на GoPro, потому что тут довольно-таки сильный ветер. Впереди надвигается дождь, и я, пожалуй, сейчас почешу вниз, потому что читать мне там еще как далеко. А руки уже забились, и, в общем, здесь просто нигде не отдохнуть. В общем, все нюансы я расскажу внизу, потому что здесь это адреал полный. У меня еще даже остались силы держать монопод. На самом деле, для рук работа вообще отличная. 256 ступенек. То бишь 256 вверх, 256 вниз. Итого 512. Нормальный такой подходик. Теперь, что касаемо вообще таких труб, таких лестниц и так далее. Ни в коем случае не стоит этого повторять. Тому есть множество причин. Первое – это ваша физическая подготовка. Ее может не хватить. Второе, конкретно касаемо кирпичных труб. В отличие от бетонных труб, где лестница, она вмонтирована анкерами и, в принципе, как бы довольно-таки надежные точки крепления, конечно, бывает и они выпадают, но там еще лестница между собой скреплена, секции лестниц между собой скреплены. В этом случае у вас надежда только на то, что скобка хорошо закреплена. То есть может случиться неприятный такой момент, что вы возьмете, и скобочка у вас останется в руке. Поэтому помимо 256 раз, которые я сделал для подъема своего тела, я еще каждую скобку на себя рвал, ну, чтобы понять, она шатается или нет. Понятно, что даже если она плохо закреплена, она там может не вывалиться, но под вашей тяжестью что-нибудь случится. Более чем уверен, что скобки здесь явно не по дурости сделаны. Скорее всего, они уходят в кирпич, в тело и загибаются вниз. По крайней мере, такого плана я видел реализацию на бункерах вставки Гитлера в Wolfenschanz, Волчье логово.
Еще один момент, который отличает эти трубы от других остальных, на которые я ползал, здесь нету площадок. Площадок, на которые можно встать и тупо отдохнуть. И самый, наверное, такой фейловый момент, нету площадки сверху. То есть весь путь снизу доверху, и снизу ты делаешь, грубо говоря, на руках. Поэтому, ну, конечно, по-разному бывает. Там отдыхаешь, да, захватишься рукой вот так вот, чтобы запястьем дать, потому что предплечья просто забиваются очень сильно. Немножечко как-то перераспределяешь нагрузки, но проблема еще в том, что у меня правое плечо, оно больное, и я уже инстинктивно привык давать больше нагрузку на левую руку, то есть левая у меня более раскачана. Соответственно, как бы здесь я поднимался на левый, но с такого перехода левая у меня немножечко тоже офигела. Вот, да и правая, в принципе, нормально тоже там она. Ой, у меня физухи реально давно не было. Я вот в последнее время, 1,5 недели, до 2 почти я за рулем. И как бы, ну, иногда где-то что-то поползаем, где-то походим. На руки у меня физухи уже не было нормально, потому что штанга дома осталась. Поэтому сегодня у меня было такое, грубо говоря, экстренное воспоминание о штанге. Что я еще вам не показал? К сожалению, говорю, снимать было очень геморройно, потому что у меня просто уже запястье начинало сводить. И уже, темнеет. Хорошо, хоть дождь не пошел. Конечно, светосигнализаторы, они здесь очень большие и очень такие приятные, проще показать на другой трубе. Они диаметром, наверное, сантиметров 30. Они размером больше, чем скобка, по которой я полз. То есть они такие приятненькие. Соответственно, наличие этих светосигнализаторов и их довольно свежий внешний вид свидетельствует о том, что они поставлены недавно, ну и как минимум, значит, этими скобками пользовались. Но, естественно, пользовались ими со страховкой. Мне интересен другой момент. Эдак году в 1920-м, когда нужно было что-нибудь слазить наверх, осмотреть, как? Ну, я, конечно, понимаю, что там тоже веревками, наверное, привязывались, но каждую же ступеньку не будешь привязываться, иначе ты будешь до вечера лезть, а потом до утра спускаться. Ладно, заболтались мы чего-то, надо идти. Вот еще, кстати, моментик, который я не снял непосредственно на скобках, потому что не до того было. Обратите внимание, начиная с определенной высоты, параллельно скобкам начинают идти такие тросы. То есть тросы, они тоже анкерами крепятся непосредственно в кирпич и через такую, грубо говоря, муфту закреплены с каждой скобкой. То есть каждая скобка держится на одной муфте. То есть муфта слева одна скобка, справа вторая скобка, муфта слева третья скобка и так далее. Пошли в таком шахматном порядке. И так это дело все уходит на самый верх. Подозреваю, что это тоже связано с защитой от какого-то выпадения. То есть даже если выпадет из кирпича, скобка останется держаться на тросу через муфту. Соответственно, может быть, это типа защита от того, что если сверху упадет, чтобы тут не разбило. Хотя, с другой стороны, они начинаются на такой нормальной высоте, что приземлившаяся более нижняя скобка бошку-то раскроет знатно. Помимо, конечно, этой трубы, здесь еще есть прикольная часовая башня. И много, я думаю, еще цехов можно посетить. Но, во-первых, уже темнеет. А во-вторых, я просто уже вымотался в хлам. Потому что сегодня с 4:30 утра на ногах. Сегодня я снимал видео, где мы вот с собачкой дружились. 300 километров пути. Потом у меня были дела, связанные с поиском там некоторых воинских захоронений в одном польском городке. Сейчас эта полоска. И, конечно, полоска на трубу, она меня уже вымотала. А я еще хочу на машине проехать. Я держу путь в сторону Варшавы. На данный момент буду держать. Но, может, в Краков заскочу. Но это уже как бы постфактум, вы, конечно, смотрите. Поэтому будем выбираться. Я думаю, что и так вышло более-менее эпичненько. Ну, я надеюсь на это. 120 метров. Я как подумаю, мне же дурно становится. Но я это сделал. Кстати, сверху находится такая вот непонятная конструкция. Но, скорее всего, это связано с... точно, сюда, наверное, уголь доставлялся. По элеватору наклонному, который уходит как раз вниз. Уголь, он шел по конвейеру, где надо, поворачивалась задвижка, и он ссыпался в свой котел. Здесь сейчас не видать внизу ничего, но наверняка здесь, да, были котлы, и, соответственно, уголь подавался вниз, а потом уже сгорал. Хотя, насколько мне позволяют мои скудные данные по теплоэнергетике, котлы на угле работают довольно-таки интересно. Но это современные, может быть, просто старые работали вот с этим конвейером. Сейчас отойду, потом расскажу. Вышел я, открыв изнутри какую-то дверь, а теперь смотрим самый прикол, самое отличие. Вот здесь вот закрыты ворота. Они, когда я проходил вечером, в первый раз, они были открыты, поэтому я тут абсолютно как-то так спокойно взял, зашел, прошел. Сейчас вроде как все закрыто для доступа. Градирня уже нам, честно говоря, с вами не особо интересно после такой высоты. Но главное теперь особо под камерами не ходить, которых здесь много.
Мою ж дивизию, штатив забыл на крыше. Блин, вот как знал, когда оставлял. Вместо 1000 слов. Уж не знаю, видно что-нибудь ли на GoPro, но, конечно, просто супер. Колоссальное строение из кирпича. Начало 20 века, трубы, цеха, вот это вот здание, Пакгауза просто поражает. Такая белая штука, подозреваю, что это какая-нибудь волновая сигнализация. Поэтому лучше я где-нибудь там обойду, чтобы не попасть под ее раздачу. Здесь все черным-черно, но не из-за того, что темнота, а из-за того, что насыпан уголь. Уголь здесь загружали в элеватор. То есть вот это приемный бункер. В него ссыпался уголь и по конвейеру дальше уходил туда наверх и понеслась наверх. А там мы уже с вами были. И там мы с вами были. Так, время повалить. Сейчас перелезу через забор и расскажу обещанное про котлы. Так вот, про котлы. Значит, современные котлы, знатоки, конечно, правьте меня, у меня такие знания из того, что мне подруга знакомая рассказала. Они топятся не просто кочегары уголь в топку бросают, а создается специальная смесь воды и угля. Уголь измельчается до пылеобразного состояния, смешивается водой, и эта каша, жижа такая, под давлением форсунками поддается непосредственно в котел. Вы спросите, как же ее поджечь? Как она горит вообще? Дело в том, что температура горения угля, я сейчас не знаю какая, но она сама по себе довольно высока, и при ней вода, которая смешана с углем, она просто испаряется, и уголь остается в сухом варианте и спокойненько сгорает. Самая проблемная тема – это, конечно, запустить котел, потому что, естественно, со спички это все дело не поддажешь. Но тоже, насколько я знаю, для запуска котла используется просто газ, то есть газом эту смесь разогревают, она входит в самоподдерживающее, самогорящее состояние, а после этого уже ее подают. Вот примерный принцип работы современных угольных электростанций. Как оно там было в начале 20 века, я не знаю, но не удивлюсь, что если там просто банально уголь сгорал, как в паровозах, и все. Потому что какие форсунки, ребят, вы о чем? Насколько этому месту идет шум проходящих товарных поездов. Конечно, она очень аутентичная. Великолепная промышленная архитектура начала 20 века. Эпичный по высоте объект, аутентичный по содержанию объект. Железная дорога, цеха, трубы. Мне этот объект очень понравился. Если вы когда-нибудь будете путешествовать и будете в районе Катовице, заедьте хотя бы просто рядышком, постойте на мосту, на котором сейчас я стою, с которого я начинал это видео и на котором я заканчиваю это видео. И просто посмотрите на эту великолепную красоту. Поверьте, она стоит того. Я надеюсь, что в этом ролике вы для себя узнали что-то новое. Я надеюсь, что он вам понравился. Кому-то за экшен, кому-то за какие-то интересные истории, кому-то за просто гаечный ключ. Поэтому я с вами прощаюсь до следующего видео, до следующей встречи. С вами был МШ. Лайк, подписка и обязательно рассказывайте обо мне друзьям, тем, кто любит что-то новое в своей жизни. Авось понравлюсь. До новых встреч. Пока-пока. Ну и рожа у тебя, Шарапов, уставшая.